Ну, конечно, это ни в коем случае так не строилось, не было никакого, скажем так, по желанию смены документов или назначения лекарственных каких-то процедур. Вообще, надо сказать, что в России создана, в том числе, допустим, благодаря Исаеву Дмитрию Дмитриевичу, достаточно большая клиническая база оказания помощи трансгендерным людям, и это как раз-таки ну, подход такой медицинский, психологический. И, на мой взгляд, поскольку я тоже оказывал помощь трансгендерным людям, тот подход, который был, скажем так, ну, реализован в России, он был достаточно успешным и удачным, в том числе и для самих клиентов, ну и понятным для врачей. Все-таки как это происходило, процедура? Значит, ну, естественно, после того, как человек обращается в лечебное учреждение, чаще всего обращается все-таки к психиатру, врачу, и после того, как психиатр выставляет диагноз, если психиатр обследовал человека и обнаружил диагноз транссексуализм, сейчас это по МКБ-10 диагноз так звучит, то при отсутствии противопоказаний в сфере и психического здоровья, и в целом по состоянию здоровья человека, можно было направлять уже на прохождение комиссии. Тот приказ, который действовал в России вот до сегодняшних изменений, он это позволял. И, допустим, в зависимости от либо, ну, скажем так, конкретного учреждения, либо конкретного состояния человека, в каком состоянии находился, имеется в общем состоянии, то этот процесс мог, допустим, занимать либо такое достаточно непродолжительное время, допустим, в течение месяца. Закон, опять же, это прописывал, что после установления диагноза в течение месяца должна быть, допустим, назначена комиссия, которая, допустим, подтверждает и дает право получить человеку справку определенную. Вот. Но в некоторых случаях это мог процесс затягиваться, и плюс еще, допустим, каждое конкретное учреждение для своей собственной, ну, скажем так, подстраховки могло эти сроки устанавливать самостоятельно. Где-то это, допустим, был срок наблюдения полгода, где-то это был срок наблюдения 2 года, где-то вообще никаких сроков человеку не давалось, и человек, допустим, не понимал, когда он может вообще оказаться на комиссии. И далее комиссия, которая состоит из обязательно 3 врачей. Это врачи, 2 обязательно психиатра и 1 сексолог. И в эту комиссию также входит клинический психолог. И вот состав этой комиссии, общаясь и обследуя, проводя психиатрическое освидетельствование человека, принимает решение: да, можно выдать справку, то есть это отдельный документ, с которым человек дальше идет, обращается в ЗАГС, например, для смены документов, или есть какие-то противопоказания, или, допустим, есть какое-то состояние, которое сейчас не позволяет выдать справку, и в этом случае, опять же, пишется объяснение, по каким причинам это невозможно. Если так вот коротко, то механизм, он проходил именно таким образом. Ну, собственно говоря, эти проблемы, они у трансгендерного человека присутствуют в принципе до того, как человек меняет документы или начинает медицинские процедуры. Эти проблемы, они связаны в первую очередь с ментальным здоровьем, потому что каждый день, постоянно находясь и ощущая вот это вот несоответствие, человек испытывает огромный стресс, и это огромное страдание для человека. Эти страдания могут разрушительным вообще образом сказываться на психической сфере, на общем здоровье. То есть человек, если так по-простому сказать, человек постоянно находится в тяжелейшем стрессе. И во что это может вылиться стресс? То есть это может, с одной стороны, привести, естественно, к развитию каких-то психотических состояний, и в том числе достаточно высокий риск развития суицидального поведения, поскольку человек находится в таком тяжелом состоянии, и при невозможности, если вот мы говорим сейчас о невозможности получения медицинской помощи, то, конечно, здесь вот эти две трагических последствия, они вполне вероятны. И, собственно говоря, все это и происходило, пока трансгендерным людям не нашли подход медицинский и психологический, чтобы им оказывать помощь. До этого все именно так и развивалось. Вообще, я бы здесь как бы не придавал такого особого внимания этим словам, потому что, например, у меня нет такой статистики, я нигде не встречал такую статистику именно вот о таком существенном увеличении. Может быть, она присутствует, но надо еще раз на что обращать внимание, что конкретно подразумевается под трансгендерным состоянием. То есть в некоторых случаях это просто, допустим, выбор человека, когда человеку удобно, комфортно и человек так хочет жить. Это одна история, это к медицине никакого отношения не имеет.
А другая сторона — это когда человек испытывает выраженное расстройство, и это расстройство касается его именно самоощущения. И сказать так, что, ну, опять же, по той статистике, которую я вижу, которые коллеги публикуют в мире, сказать, что среди подростков идет какое-то глобальное увеличение, там, в 3 раза увеличение именно гендерной дисфории, я такой статистики не вижу. Более того, в тех странах, где, допустим, упрощается процедура, допустим, перехода, тоже незаметно никакой очереди в эти, скажем так, учреждения, чтобы побыстрее сменить себе пол. Такого нет, и поэтому здесь, наверное, надо понимать, что часть информации, которая так вот предоставляется, что где-то что-то там в 3 раза или в 5 раз увеличилось, надо все-таки посмотреть источники и есть ли этому подтверждение. Но относительно диагноза, все-таки в международной медицине, в науке есть диагноз, который называется, допустим, в том числе гендерное несоответствие в детском возрасте. Все-таки здесь вопрос не столько формирования психики до 18 лет, а здесь мы говорим именно о расстройстве, о определенном заболевании, которое может себя проявить достаточно в раннем возрасте. Такое может быть, но таких случаев сказать, что, опять же, очень много, этого незаметно. Я такого, по крайней мере, не наблюдаю. Не, вообще, вот, да, вот вы искали в новостях подпольная там какая-то медицинская деятельность, и я не представляю себе, как это может быть организовано. То есть с точки зрения того, что это огромные риски для врача в первую очередь, то есть здесь такая деятельность, она несет существенные риски для врача. Я не понимаю, то есть почему такая идея возникает, и на мой взгляд это просто невозможно. То есть врачу проще в такой ситуации отказаться. Про вашу вот информацию, да, это закон, который вступил в силу 1 июля, и это закон, который определяет деятельность ну, и появление такой, скажем так, такой медицинской услуги, как получение помощи у врача-сексолога. Я тут, когда эта вообще новость появилась, я отчасти прокомментировал ее в себя в телеграм-канале, и здесь что произошло? Здесь произошло просто совпадение многих факторов. То есть вот это вот принятие закона, связанное с запретом трансгендерным людям получать помощь. И, конечно, на фоне этого данный закон, данная вот инициатива по созданию врачей, по созданию кабинетов для врачей-сексологов, она была тоже принята под этим, как бы сказать, вот соусом, что тоже что-то, наверное, страшное, опасное, неправильное. На самом деле этот закон готовился давно, ну и именно приказ о создании кабинетов врачей-сексологов. И первая его главная цель была ни в коем случае не какая-то там карательная или конверсионная терапия и так далее, а в первую очередь задача была этого как бы создания таких кабинетов, чтобы в регионах появились врачи-сексологи. На самом деле сексологов, врачей в России это ну, вообще там единицы. И в связи с, опять же, с разными подобными законами становится все меньше и меньше, потому что врачи, ну, как бы сказать, опасаются того, что могут быть какие-то, в том числе для них, последствия. А поскольку потребность среди населения большая в помощи сексолога, вот была такая инициатива. Этот был создан приказ. И надо сказать, что вот те ну, перечисленные, да, вот в Минздраве особенности, которые там вы сейчас упомянули, это на самом деле расшифровка диагнозов, которые есть. Если мы говорим там о расстройстве, связанных, допустим, там, с половым развитием, то здесь огромное количество, может быть, разных расстройств, в том числе, допустим, там, расстройство эякуляции или расстройство оргазма. Это не обязательно то, что мы сейчас говорим о конкретном там, сексуальной ориентации или гендерной идентичности, а в том числе, если говорить о транссексуализме, это расшифровывается как расстройство половой идентификации, если переводить на, ну, условно, такой русский язык. Поэтому, на самом деле, здесь, мне кажется, вот это вот общий такой фон настроения увидел в этом законе что-то такое крайне опасное и тяжелое. Я скажу так, что вот там про карательную психиатрию, про принудительные меры лечения, почему это тоже указано в этом законе? Поскольку официально, ну или, скажем так, как положено, врач-сексолог в России это в первую очередь психиатр, то есть стать врачом-сексологом невозможно без психиатрического образования. А
психиатр, любой психиатр, это было всегда, и это естественная такая особенность психиатрической помощи, что в некоторых случаях психиатр назначает принудительное лечение. И, допустим, если говорить о конкретно сексологических расстройствах, то есть именно вот врач-сексолог в каком случае может назначить вместе с психиатром, там это расписано, принудительные меры медицинского характера. Например, у человека есть такой диагноз, как педофильное расстройство, но при этом человек не хочет лечиться по своим каким-то соображениям. В этом случае психиатр вместе с сексологом имеет полный, скажем так, диапазон юридический прав для того, чтобы такому человеку назначить принудительное лечение без его согласия. По понятным причинам это, скажем так, в подобных ситуациях единственный способ и человеку данному помочь, и каким-то образом создать безопасные условия для социума.